мы ждем по 3-4 месяца, чтобы попасть к врачу. Но самое главное, что меня интересует еще и для будущего финансирования. На сегодняшний день с 1.1.2026 года это уже 1290 каждый месяц, то есть половина платит Arbeitnehmer, половина платит Arbeitgeber. Ты зарабатываешь много, платишь очень много, 1290, Да. а получаешь так же, как, допустим, человек, сидящий на социале. Приватные кранкенкассы платят от 3 до 6 раз больше за тот же самый термин, чем gesetzlich. Меня без преувеличения на ручках с кабинетика в кабинете, где я потратила 1,5 часа и прошла все, что мне надо было. Я примерно вычислил среднестатистически, сколько я экономил каждый месяц. Сумма за 25 лет, она превысила 100 тысяч евро. Привет, Иван. Я безумно рада, что ты согласился сегодня просветить нас в некоторых темах, чтобы мы больше могли понять, в чем же разница или почему важно оптимизировать даже свою страховку, gesetzliche Krankenkasse, например, или страховку своей жизни, или взять какие-то дополнительные инструменты для финансирования, и что ты со своим 25-летним опытом в финансовой сфере сможешь нам более подробно ответить на некоторые вопросы. Привет, Оксана. Да, с удовольствием. Да. Если ты не против, мы бы начали с одного вопроса, который мы уже несколько раз затрагивали. Что же такое gesetzliche Krankenkasse, что такое private Krankenkasse, да? Так как многие клиенты или многие люди, живущие в Германии, особенно не так долго, думают, что gesetzliche Krankenkasse, она намного дешевле. Да? И в связи с этим мы получаем достаточно иногда некачественные продукты в виде того, как нас принимают врачи, что мы ждем по 3-4 месяца, чтобы попасть к врачу. Но самое главное, что меня интересует еще и для будущего финансирования. Каким образом может оптимизация выплат по страховке помочь нам высвободить немножко бюджета для будущего финансирования? Я бы сказал, что можно начать с простого сравнения. Gesetzliche Krankenkasse раньше действительно была дешевле. То есть приватные Krankenkasse считались для приват-пациентов, что это действительно что-то, какой-то люксус. На сегодняшний день, то есть если сравнить с 2019 годом, тогда gesetzliche Krankenkasse Höchstbeitrag, то есть это самый большой байтрак, которым можно было платить или нужно было платить, это было где-то около 800 евро. На сегодняшний день с 1.1.2026 года это уже 1290. 1290 каждый месяц, то есть половина платит Arbeitnehmer, половина платит Arbeitgeber. Если человек selbstständig, то есть если человек предприниматель, то есть и хорошо зарабатывает, то он платит сам 1290 за мало ляйстунгов, то есть или за мало услуг. С чем это связано? Это связано с демографическим развитием Германии. То есть в 2020 году больше половины населения Германии было старше 55 лет. То есть это люди еще, конечно, работают, да, то есть, но с 2030 года, то есть примерно половина населения Германии это будут пенсионеры. А пенсионеры, они, соответственно, то есть почти все, то есть или основная масса населения пенсионеров, то есть они застрахованы gesetzlich. И что они делают? То есть у них в понедельник у одного врача термин, во вторник у другого термин, в среду там у третьего врача термин. То есть, соответственно, они становятся очень много потребляют, то есть очень много расходов на них. И поэтому простые люди, которые работают, то есть они по этому термину не могут получить. Это первое. Второе. Gesetzliche Krankenkasse, то есть очень много реформ было. Что они делали? То есть они не только дорожала эта Krankenkasse, то есть, а еще что делалось, это из Leistungskataloga, так называемого, то есть из перечня услуг, за что оплачивает Gesetzliche Krankenkasse, вырезалось все больше и больше и больше ляйстунгов, то есть услуг, такие как, к примеру, Zahnеrsatz. То есть многие до сих пор не понимают, почему, если приходишь к врачу и не хочешь вставлять себе амальгамовые, то есть черные пломбы, то есть за это нужно платить. То есть и постепенно это все вырезалось или обрезалось. То есть и к чему мы сейчас подошли? К тому, что я застрахован gesetzlich, плачу, к примеру, 1290 евро, и за рецепты, за таблетки, за зубы, за все что угодно, за какие-то дополнительные консультации у врача я должен доплачивать. То есть я плачу всегда со своего кармана еще. То есть поэтому gesetzliche Krankenkasse, то есть из-за того, что очень много потребляют люди, то есть из-за того, что население Германии стареет, то есть или живет дольше,
gesetzliche Krankenkasse так и будут дальше дорожать, и ляйстинги будут обрезаться. Многие люди думают, gesetzliche Krankenkasse — это как будто бы государственная страховка, которую предоставляет государство, потому что многие, приехавшие в Германию, когда-то были, возможно, недостаточно богатыми и получали от социальной службы или социальная служба оплачивала им эту страховку. И потом, когда человек вырос, выучился, стал, возможно, предпринимателем или стал зарабатывать достаточно хорошие деньги, где, в принципе, он мог бы и платит достаточно большие суммы в эту страховку, потому что есть такое хорошее название Gemeinsam Schuldnerisch. Ты зарабатываешь много, платишь очень много, 1290, а получаешь так же, как, допустим, человек, сидящий на социале. Да. Вроде для государства это хорошо, кто-то платит в копилочку много, а получает так же. Но к чему я хочу подвести или к чему я бы хотела развернуть свой вопрос для своих слушателей, которые хотят финансироваться, которые хотят развиваться, которые хотят что-то сделать все-таки немножко для себя, для своего будущего. Как бы ты посоветовал или на что обратить внимание? Потому что ситуация выглядит таким образом, что, к сожалению, очень так странным образом, да, что люди, которые стали зарабатывать хорошие деньги, то есть, скажем, это наемные сотрудники от 69 тысяч, которые должны платить 1290, разделим на тех, которые абсолютно нормальные наемные сотрудники, платят половина работодатель, половина люди сами, но они платят эти деньги. А если, допустим, это Geschäftsführer в своей компании или это предприниматель, то он платит полностью всю сумму. И получается, после твоих слов, человек, который платит 1290, без разницы, перенимает половину работодатель или он все сам платит, получает намного меньше услуг, то есть он должен еще доплачивать, если он вставляет себе какие-то коронки или вставляет себе какие-то услуги. Плюс для финансирования выглядит это таким образом, что, допустим, предприниматель еще 1290 фрайвиллих, если он форзихард, платит. И получается парадокс. Можно прийти к такому специалисту, как ты, проанализировать все предлагаемые предложения и выбрать даже в 3-4 раза дешевле приват-кранкенкассы. Для меня это был немножко шок, потому что когда мы столкнулись с моей клиенткой, благодаря тебе оптимировали, и она выбрала тариф, потому что она очень молодая, была тариф подешевле, еще половину работодатель перенимал, она ушла с 645 евро, ее часть, потому что половину работодатель перенимал, если я не ошибаюсь, на 175 или 180 евро, потому что в общей сложности ее страховка стоила 375 евро, но она получила намного больше услуг. Вот расскажи 2 слова в этом направлении. Рекомендовано ли оптимировать, и при этом еще и получать намного больше? Я когда приехал в Германию, то есть это было 30 лет назад, то есть в этом году будет 30 лет, то есть я не сразу стал предпринимателем, то есть, но я тогда уже слышал про приватные и gesetzliche, то есть и, как ты правильно подметила, люди почему-то до сих пор думают, что gesetzliche Krankenkasse, то есть или Krankenversicherung, это государственная. На самом деле она не государственная, то есть их около 100 Krankenkass, то есть вот эти gesetzliche. Единственное, что государство это как-то немножко по-другому регулирует. Что значит регулирует? Она их спасает. Что значит спасает? То есть почти все Krankenkasse сейчас государственные, то есть они сидят на субсидиях, то есть это государство им еще постоянно доплачивает. Почему так происходит? Потому что, как ты правильно подметила, разницы нет, человек сидит на социале, человек пенсионер или человек зарабатывает больше, чем 69 тысяч, грубо больше, чем 70 тысяч, то есть тогда он freiwillig versichert, то есть если он зарабатывает больше, чем вот эти 70 тысяч, то есть тогда вот этот Beitragsbemessungsgrenze, она как раз каждый год тоже поднимается. Почему? Потому что государство хочет как раз-таки вот этих людей, которые много зарабатывают, то есть она хочет их там держать, чтобы они как раз-таки оплачивали, это называется так называемый солидаритет принцип. Что значит солидаритет принцип? Это значит, кто-то зарабатывает там много денег, платит 1290, а кто-то не зарабатывает ничего, то есть и, соответственно, ничего не платят. И чтобы они вместе могли как-то, то есть этот работает, платит, то есть, а этот потребляет, то есть здесь, особенно в Германии сейчас очень хорошо видно, что политики, они не могут с деньгами обращаться, потому что деньги не их, то есть из-за этого то же самое с кранкенкассами, то есть вот эти математики, то есть или финансовые математики, которые в приватных кранкенкассах, то есть они это очень хорошо и четко могут просчитать, сколько нужно собирать денег, чтобы медицинская страховка давала плюс, то есть для самой фирмы.
А в Gesetzliche, то есть это невозможно. То есть это почему? Потому что, как я уже сказал, да, что кто-то работает много и зарабатывает, то есть, а кто-то не работает и только потребляет. Простой пример теперь насчет меня, почему я сказал про вот эти 25 лет. Я 25 лет приват-физихат. Мгм. То есть я недавно с товарищем, который сейчас примерно в моем возрасте, чуть-чуть постарше, то есть он тоже 25 лет, но не приват-физихер, то есть он платит сейчас 1290. И сейчас у него проблема перейти в приваты кранкенкассу. Почему? Потому что в Gesetzliche кранкассе, то есть все зависит только от того, что сколько ты зарабатываешь, сколько ты будешь платить. То есть в процентуальном отношении грубо 15% половина работодатель, Мгм. половина сам сотрудник. Если человек предприниматель, то он 15% платит от своего дохода. А в приватной кранкенкассе, то есть там зависит только состояние здоровья. То есть разницы нету, сколько я зарабатываю. Если я freiwillig versichert gesetzlich и зарабатываю больше, чем 70 тысяч, туда я имею право перейти, то есть не каждый может перейти. Или если я предприниматель, то есть, к примеру, я Geschäftsführer, то есть у меня фирма своя, или я как Einzelkämpfer, да, то есть то тогда я тоже имею право перейти. Но там зависит только состояние здоровья. И если у человека что-то случилось со здоровьем, допустим, простой пример, депрессионен. То есть многие хотят получить от врача неделю отпуска, так скажем, да, то есть берут больничный, то есть и врач говорит, депрессионный это самая хорошая штука. Но в приватной кранкенкассу уже я потом не смогу зайти. Почему? Потому что депрессион это очень Мгм. здесь развито, то есть всякие антидепрессанты люди пьют, то есть уже я не смогу перейти. То есть поэтому здесь я говорю, что чем быстрее, тем лучше перейти. Почему? Потому что вы не только экономите деньги, а простой пример с терминами. То есть если вот сейчас позвонить любому врачу, там, скажем, ортопеду, позвонить ортопеду, ортопед скажет, приходите, пожалуйста, через 3 недели, или там, может быть, даже через месяц. Если как только вы скажете, я приват-пациент, то есть они скажут, приходите сегодня. С чем это связано? Это связано с тем, что приваты кранкенкассы платят от 3 до 6 раз больше за тот же самый термин, чем Gesetzliche. То есть, к примеру, Gesetzliche врач получает за один прием 20 евро, от приватной кранкенкассы, то есть он может получить там 100 или 120 евро. То есть поэтому, соответственно, таких пациентов они охотнее берут. И второй момент, то есть многие праксисы, то есть они сейчас даже специализируются на этом, то есть они какие-то определенные часы, им нужно, по-моему, 15 часов в неделю принимать Gesetzliche, а потом они принимают только приват. Мгм. То есть поэтому и термины там даются через месяц, там, через 2 месяца, через 3 месяца, потому что у них эти 15 часов они очень быстро расходуют. Окей. Мы для своих слушателей разделим еще Мгм. людей или клиентов, Мгм. или наших подписчиков на несколько категорий. Допустим, я знаю, недавно мы столкнулись тоже с одной подписчицей, которая приехала из Украины в Мгм. 22 году. Мгм. Сначала училась, сидела на социале, сейчас она стала частным предпринимателем, Мгм. молоденькая девочка. Да. И ей сразу было выгодно поменять на приватную Мгм. кранкенкассу, потому что она достаточно быстро стала зарабатывать деньги. И, и ее коллеги, которые начали постепенно зарабатывать через год, два, три, уже даже Мгм. тех, кто Мгм. из-за войны, к сожалению, приехал, 4 Да. года прошло, Мгм. многие стали предпринимателями. И вначале, когда они даже оставались в Gesetzliche Krankenkasse, они платили сначала там 260-300 евро Мгм. после того, как они стали предпринимателем. Но многие не знали тот факт, что потом эти кранкенкассы запрашивали у них Steuerbescheide. И Мгм. если Steuerbescheid показывал, это и мои клиенты, что, допустим, Митайнам приносит прибыль, ну, если это Мгм. большой Мгм. какой-нибудь цинхаус, или они заработали больше, чем планировали, Мгм. их заставляли nachträglich за несколько лет назад платить Мгм. до Хокспетрак, то есть Да. 1290, если человек заработал более 70 тысяч. Это значит, я бы хотела подвести такую маленькую черту, что при правильном планировании, даже там, где мы думаем, окей, я буду gesetzlich krankenversichert, потому что я, допустим, планирую или для кранкенкассы говорю, что я заработаю сумму X, Мгм. а на самом деле кранкенкасса запрашивает nachträglich, то есть задним числом Steuerbescheide, Мгм. декларацию, сколько человек заработал, и потом люди должны доплачивать как налог, Мгм. так и Да. кранкенкассы. Да-да. И, к сожалению, это многие не Совершенно знают. верно. Я с прошлого года стала опять и с твоей помощью в том числе, ты меня к этому подтолкнул, стала опять своим клиентам предлагать оптимизацию. Мгм. И это привело к тому, что многие мои, особенно молодые клиенты от Мгм. 25 до 40 лет, посчитав, особенно IT, посчитав, сколько они экономят, особенно те, которые freiwillig Мгм. versichert, Мгм. это Мгм. на самом деле, даже если выбрать супер классный тариф,
экономится от 600, даже в некоторых случаях до 750 евро на кранкенкассе. Естественно, этими деньгами можно поработать. Но что меня поразило больше всего, потому что я сама тоже поменяла в прошлом году, что меня поразило больше всего, что действительно ты приходишь к врачу, тебя берут за ручку, говорят, сидите. Мы сейчас вам сразу у ортопеда назначим. Приходишь к ортопеду, говорит, сидите. Мы вам прямо сейчас назначим МРТ. И у меня был... с одной стороны, позитивный шок, а с другой стороны, я думаю, ну как? Я столько лет, я предприниматель, могу сказать, успешный предприниматель, хорошо зарабатывающий предприниматель. С 2016 года я начала свою активную деятельность. И с этого момента я платила максимальные взносы в кранкенкассе, да, 18-19 это был 800-805 евро, потому что мы с моей коллегой, своей клиенткой, врачом по этому поводу спорили. Сейчас это 1290, и действительно я была шокирована, без преувеличения шокирована тем, что я, сэкономив такую большую сумму, при том, что у меня еще сын через меня тоже теперь приват застрахован, я пришла, и меня без преувеличения на ручках с кабинетика в кабинете, где я потратила 1,5 часа и прошла все, что мне надо было. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны это настолько обидно, что люди действительно столько много платят и не знают, что можно это все оптимизировать. И сэкономленные деньги, если бы ты 7 лет назад меня переубедила это сделать, то если посчитать, да, за 7 лет по 500-600 евро экономия, это можно было бы уже целую квартиру выплатить. Да, поэтому... Здесь два важных момента. То есть первый момент, то, что не досказал про своего товарища, мы с ним посчитали, сколько он переплатил и сколько я сэкономил. То есть еще раз, сколько он переплатил. То есть вот это мой вопрос. Почему ты 7 лет назад мне не посоветовал? Да-да, и мне это, кстати, очень многие клиенты говорят, Иван, где ты раньше был? То есть я всегда был здесь, то есть я уже 25 лет, как я уже сказал, да, или как ты сказал, уже в финансовой сфере работаю. И мне многие задают этот вопрос, где ты был раньше. Я только на разницы между вот этим 1290, там, тогда это было, там, еще 6 лет назад это было там 850 или 880, то есть, но я примерно вычислил среднестатистически, сколько я экономил каждый месяц, и сумма за 25 лет, она превысила 100 тысяч евро. Это без вложения, то есть, если бы я эту сумму... А я вкладывал эти деньги, то есть даже под маленькие проценты, 3, 4, 5%, то есть эта сумма за 25 лет удвоилась. То есть это грубо 200 тысяч я сэкономил. Почему? Потому что сэкономленные деньги заработанные, то есть и плюс еще, если вкладывать под проценты, соответственно, то есть оно тоже приносит. Или если вкладывать в недвижимость, то есть цена квартиры за 25 лет, если взять квартиру, которая стоила 25 лет назад 100 тысяч, то сейчас она стоит, к примеру, 300 тысяч, да. То есть а этот товарищ переплатил. То есть и сейчас, что самое интересное, что сейчас он не перейдет в приват, потому что у него состояние здоровья ухудшилось. Но мне еще нравится в этой всей истории, все-таки мы в Германии часто сталкиваемся с словом «nachzahlen», да? Вроде бы мы хотим развиваться, особенно мои клиенты, которые хотят развиваться, чтобы инвестировать, покупать квартиры. И с одной стороны, налог, иногда мы недостаточно делаем Vorauszahlung, да, и потом есть такая вещь, как Nachzahlung налога, но то, что еще есть вещь, извиняюсь, что я опять вернулась в эту тему, Nachzahlung Krankenkasse, это вообще прям взрывает мозги. И даже тот факт, что начинающий предприниматель, который готовится, в моем случае, 2 года к финансированию, да, минимум должен 2 года проработать, через 2 года мы уже прекрасно финансируем предпринимателей. Еще если он перешел в приват кранкенкассе, он может, как только стал предпринимателем, сразу поменять. Многие этого тоже не знают. Первое, он экономит такую огромную сумму. Второе, он исключает то, что приват кранкенкасса придет ему в конце следующего года и скажет: слушай, доплати нам, ты заработал больше. Но самое главное, что есть такие тарифы, где все супер включено, если, не дай бог, что, как говорят. Но если молодой предприниматель был весь год занят своей работой и не ходил к врачу, к примеру, то он может даже до 5 заплаченных месячных платежей получить назад. Да? Сейчас был случай у моих клиентов, где клиент получил, если я не ошибаюсь, 4 с копейками. 4,980. Да, только почти благодаря тому, что он год или она год не пользовались активно. Это не значит, что если там, ты пошел к врачу и можешь рехнуть заплатить за обследование сам.
Вот, и это, конечно, очень интересная вещь, которую надо просто знать. Да. Я это делаю 25 лет. Так. То есть почему? Потому что, то есть, если я могу, к примеру, наемный сотрудник, который зарабатывает больше, чем 70 тысяч, к примеру, зарабатывает 100 тысяч, платит 1290, то есть половина платит работодатель, половина платит он сам. Теперь мы этому наемному сотруднику, к примеру, делаем за 1000, то есть делаем дорогущий тариф, в который все включено, еще инклюзиве Altersrückstellung. Что такое Altersrückstellung? Это значит, чтобы у него максимально понизился байтрак, когда он пойдет на пенсию, чтобы он максимально мало платил. А с этого момента чуть-чуть поподробнее. Это значит, если бы он остался в Gesetzliche, то и мои клиенты в старости обеспеченные люди, да, Да. потому что они для этого и покупают За счет квартиры. МИД будут Да, это значит, получать у них деньги. будет Мгм. Mieteinnahme, потому Мгм. что их цель уже будет этим наслаждаться, у них будет их пенсия, то, что они откладывали. И если бы они остались в Gesetzliche, то они бы дальше бы все Будут больше и больше платить 1000, платили. да, многие про это не знают, 1290 это не предел, то есть дальше они будут дорожать, то есть байтреги будут дальше дорожать. Почему? Потому что население просто-напросто не то что стареет, а люди дольше жить стали, то есть люди не живут сейчас до 70, до 75 или там до 80. У меня соседи в 75 лет еще ходят в фитнес-студию, то есть и это нормально на сегодняшний день, то есть и что удивительно, то есть многие про это не то, что не знают, но не хотят про это думать. А у нас девиз фирмы «Früher and später denken», то есть нужно сейчас уже Мгм. думать о Мгм. будущем. То есть, и поэтому я людям я рассказываю правду, то есть, потому что самая лучшая ложь — это правда. То есть если правду рассказывать, то есть очень многие люди начинают об этом задумываться, то есть и переходить в приват. Я Да. столкнулась буквально, опять же, благодаря тебе, что мы стали более активно работать вместе, и сама поменяла на приват Krankenversicherung, Мгм. хотя 11 лет назад мое первое полученное здесь образование, это было Versicherungsfachfrau. Мгм. Я достаточно детально учила, Мгм. потому что не так хорошо владела немецким, Мгм. и Мгм. законы учила достаточно хорошо. Но в тот момент даже наш учитель перешел с приват в Gesetzlich, да, Мгм. и он как-то меня напугал, что вот потом тебе будет тяжело вернуться, но с годами мой анализ, ну и Мгм. то, что ты сейчас сказал, Мгм. показывает, что если я позаботился о своей пенсии, Мгм. а я о ней позаботилась за это время, я создала себе пакет с недвижимостью, да, Мгм. я создала его таким образом, что более старые объекты будут проданы, более новые объекты будут полностью выплачены, да, к Мгм. пенсии. Говорили, давай расторгнем какие-то мифы. Мгм. Допустим, для меня первый миф был, ну ты его уже частично Мгм. расторгнул, что на старости это будет супер-супер дорого, хотя можно использовать эти Altersrückstellung, Мгм. да, Мгм. и все, что к этому относится. Второй миф, что обязательно почему-то все-таки на старости надо перейти назад в Gesetzliche, и это супер важно. Ну и, конечно, то, что казалось это супер-супер дорого. Давай насчет первого мифа, что невозможно расторгнуть и всякое такое. То есть до 55 лет можно прыгать хоть каждый год. То есть один раз в год можно кюндиговать, то есть и переходить с привата там, в Gesetzlich или с Gesetzlich в приват. Второй миф. Ни в коем случае нельзя делать дешевые приваты кранкенкассы. То есть или Krankenversicherungen. Что значит дешевые? То есть многие люди заходят в интернет и думают, они выбрали там какой-то оптимальный тариф. Вот эти тарифы, как раз-таки, они супер будут дорожать. Почему? Потому что приваты кранкенкассы, я еще раз говорю, там сидят очень хорошие финанс-математики. То есть и вот как вот в Германии очень много ангиботов, да, то есть вот ангибот, и люди почему-то думают, что если они берут что-то самое дешевое, это значит самое лучшее. На самом деле это не так, то есть и ни в коем случае через интернет нельзя заключать, потому что эти тарифы будут дорожать, и потом действительно они на пенсии, может быть, такое, что они очень много платить за этот тариф будут. Почему? Потому что не посоветовались с консультантом, не посоветовались с профессионалом, который вот эти компоненты, как, к примеру, Altersrückstellung, то есть что это значит, что какая-то сумма, то есть копится в моем фитраге, то есть и эта сумма потом, когда я выхожу на пенсию, то есть с этой суммы каждый месяц потом феррехнивают мои байтреги. Что значит феррехнивать? Это значит, я плачу дешевле. То есть, к примеру, я должен платить тогда не 800, а, скажем, 400 там или. Теперь следующий миф по поводу того, что когда я на пенсию ухожу, то есть мне нужно обязательно гезестрик сделать. Если человек хочет сидеть на социале, то есть, а это не моя целевая группа, то есть это люди, которые хотят на социале сидеть, люди, которые хотят по-черному работать, люди, которые хотят там, не хотят налоги платить, то есть это не моя целевая группа. То есть для таких я ничем не могу помочь.
То есть они могут заключать что-то дешевое. Люди, которые хотят на старости тоже хороший доход иметь, к примеру, недвижимость, или у них есть там рентенversicherung, у них есть betriebsrente, у них есть какие-то накопления, то есть какие-то там акции, какие-то фонды, то есть которые тоже хотят зарабатывать и в старости, тоже хотят жизненный уровень, чтобы у них был хороший, вот им лучше оставаться в приват. Почему? Потому что в старости, то есть, может быть, какие-то болезни начнутся. То есть у них будут совсем другие специалисты. То есть они намного быстрее их... Это нормально. То есть ты на своем примере, я думаю, понимаешь, то есть не зря говорят шеф-арст. То есть шеф-арст, то есть у него опыта немножко больше, чем у простой какой-то медсестры, которая уколы только может делать. Да? То есть поэтому люди, которые хотят зарабатывать, люди, которые хотят и в старости зарабатывать, то есть важно, чтобы они были приват. Почему? Потому что тогда они... как я уже сказал, помимо ляйстингов, то есть они еще также и будут платить меньше, чем гезецлихи. И гезецлихи, она дальше будет дорожать. И те, у кого доходы будут хорошие, то есть они дальше будут, они не по 1290, а простой пример, если 1290 плюс 1290, то есть пара, семейная пара, будет платить 2500 за кранкенкассу и все равно постоянно доплачивать. За зубы доплачивай, за медикаменты доплачивай, за какие-то там дополнительные термины доплачивай, за МРТ, за все будут доплачивать. То есть поэтому я еще раз говорю, что если есть возможность, переходи в приват. Да. Еще раз вернемся. Я люблю всегда подводить черту после чего-то сказанного. Если мы подведем черту, то раньше я всегда говорила, покупая недвижимость, мы можем получать от налоговой службы, то есть от финансового управления, благодаря тому, что мы купили недвижимость, определенную часть заплаченных налогов назад. Теперь мы расширили наш концепт благодаря тебе, и если грамотно даже посмотреть, как мы организовываем оплату, или за что мы платим, да, за gesetzliche Krankenkasse, либо за приват Krankenversicherung, и расширить концепцию, где мы просмотрим и эту часть, и этот вопрос, то получается с вышесказанного, если иметь правильного специалиста в команде и проанализировать все эти детали, то мы экономим налоги, создаем себе портфель недвижимости для себя и для своих детей, и в пенсии нам не надо просить социал, потому что мы с этого будем профитировать. И получается, с вышесказанных слов мы можем экономить такие огромные деньги, не переплачивать за страховку медицинскую, и еще, что самое смешное, получать, инвестировать их, конечно, и самое смешное, получать еще и намного лучше услуги. Я, если честно, чуть не расплакалась, сидя у этого врача. Я правду говорю. 1 декабря, в декабре я пошла первый раз по приватной своей карточке, и я была действительно шокирована от того, как ко мне относились, и какие услуги я получила, и как быстро, и что все бесплатно. Ни за УЗИ, ни за что, нигде не надо было платить. Все переняла страховка. Да? И получается, высвобожденный капитал ушел в инвестирование. Я для второго ребенка проинвестировала в объект. Сейчас еще мы рассматриваем одну инвестиционную программу для ребенка. Грубо говоря, сэкономилось огромный капитал, и до пенсии мне еще... И если посчитать, да, ты здесь права, то есть если посчитать это, я всегда это называю hochrechnen, да, то есть посчитать на будущее, к примеру, до тех же 67 лет, а сейчас мы подходим уже к 70, то есть постепенно политики начали говорить, так, люди должны дольше работать, дольше живут, пусть дольше работают. То есть до 70 лет сколько ты сэкономишь, то есть это минимум еще одна квартира, которая как раз-таки за вот эту разницу, если перейти в приват, то есть вот эти от 300-500 евро экономить каждый месяц, то это еще одна квартира. Можем мы сказать, что человек, прослушавший это интервью, может благодаря нашей консультации или благодаря нашим партнерам или нашим зданиям, да, потому что в нашем партнерском сообществе мы имеем, допустим, таких специалистов, которые... Я тоже разбираюсь в страховках, но не разбираюсь так глубоко, допустим, как ты. Я учусь. Мы имеем специалистов, которые супер классно делают финансирование. Мы еще дойдем сегодня к теме Bausparvertrag, потому что очень заказывали раскрыть эту тему. Грубо говоря, можно сказать, что человек, прослушавший несколько наших видео,
может, не меняя и не инвестируя больше со своего кармана, а использовать только то, что он уже отдает кому-то, улучшить свою жизнь, то есть получить намного лучше условия даже от той же страховой компании, намного большим пользоваться, и еще и получить много свободного капитала со своего налога и даже со своей страховки назад для того, чтобы развивать и инвестировать для своего будущего. Совершенно верно. И здесь я еще хотел бы подвести черту как раз-таки для предпринимателей, чтобы они себя могли обезопасить, потому что у многих предпринимателей, то есть они живут с оборотных денег. Что значит оборотные деньги? То есть предприниматель заработал 10 тысяч, он думает, он все, я 10 тысяч заработал, можно тратить. Что он не учел? Налог не учел. К примеру, 20, 25, 30% с этих 10 тысяч нужно налог заплатить. Что он еще не учел? Кранкассу не учел. Потому что в начале, когда люди начинают, то есть они платят свои там 200 евро за кранкенкассу, кранкенкасса присылает там письма какие-то, то есть они посмотрели и отложили в сторону. Потому что они думают, мы ничего указывать лучше не будем, но все люди, которые в Германии рождаются или которые в Германию приезжают, первое, что они получают, это так называемый Steuer-ID номер. Да. То есть это налоговый идентификационс-номер, да, то есть по которому идентифицируют все доходы этого человека. И про недвижимость, то есть многие тоже про это забывают. К примеру, кто-то работает на работе, платит за кранкенкассу там копейки, но он уже понабрал себе недвижимости. То есть у него есть доход с недвижимости, и этот доход растет. Почему растет? Потому что аренды дорожают, да? Кредитов становится меньше, то есть люди же выплачивают эти кредиты. То есть те люди, которые живут в этих квартирах, то есть они выплачивают там мои кредиты, да, то есть. Но что эти люди забывают? Что этот доход весь посчитается, потом суммируется, потом от 4,5 до 6% кранкенкасса добавит проценты, и людям потом пришлют в конвертике, пожалуйста, заплатите, у вас 14 дней, чтобы заплатить. Даже мой знакомый блогер, то есть про это недавно рассказывал, то есть у него вообще не было дохода, то есть он думает, платить не надо, потому что дохода нету, потом он уехал на полгода, уехал куда-то там за границу, потом приехал, то есть и приезжает, и у него в конвертике лежит, или в почтовом ящике лежит конвертик от кранкенкассы, от Gesetzliche, пожалуйста, заплати 6 тысяч. Он с ними попытался там пободаться, они говорят, окей, не хочешь 6, отдали в инкассу 7. И каждый как... И самое интересное, что налоги и кранкенкассы никогда не списываются. Даже если человек идет в инсольвенцию, то есть становится банкротом, все равно когда-то ему эти деньги надо вернуть. А государство прощает все, кроме заплати кранкенкассе. Социальные выплаты, совершенно верно. Все социальные выплаты и все налоги, то есть платить будешь все равно, даже если в банкротство ушел. Можно еще пару слов для тех людей, которые готовятся к финансированию, которые готовятся к построению своей финансовой ситуации и для будущей пенсии. Особенно много с моей стороны, которые переехали не так давно, 4 года назад, кто-то 3, кто-то 4 года назад. Сейчас многие становятся предпринимателями и только-только набирают свои обороты. Да? И чтобы избежать тот факт, что потом им придется большие налоговые доплаты делать, и еще и в страховую, то есть в кранкенкассе, что бы ты посоветовал, начиная предпринимательскую деятельность, прийти, допустим, к нам, посоветоваться и поменять, оптимизировать свою страховку, допустим, чтобы он знал, окей, там 350 евро или там 650 евро я буду платить за свою страховку, и сколько бы я ни заработал, я не должен платить больше, да? А если не пользовался, получил там часть денег назад, к примеру. Что бы ты еще посоветовал для начинающего предпринимателя? И, пожалуйста, учти тот, который хочет что-то для своей пенсии еще построить. То есть он не хочет быть на пенсии социальщиком. Предприниматель разделяю всегда на 2 категории. То есть есть успешные предприниматели, есть, может быть, не совсем успешные. То есть для успешных предпринимателей в любом случае поменять, первое, что поменять, это оптимизировать страховку свою, да, то есть и сразу перейти в приват, чтобы избежать вот эти нахцалинги, вот эти доплаты, которые в Gesetzliche все равно будут доплачивать. И почему приват? Не только потому, что это будет дешевле, там, дороже или лучше услуги, или хуже услуги, то есть не только поэтому, а потому что если предприниматель заболеет, то процент вероятности того, что если он приват-versichert и получит самых лучших врачей, самые лучшие медикаменты, то есть он должен быстро выздороветь, иначе без него его предпринимательская деятельность, то есть она в этом направлении я не подумала. Да, но это так и есть. То есть я про это, когда... То есть у меня пару раз, слава богу, за эти 25 лет только пару раз какие-то там были сложности со здоровьем. Специалисты приходят даже
2 специалиста пришли, я сказал, что у меня там что-то мне не нравится, посмотрите. То есть пришли 2 специалиста, то есть 2 шеф-арста пришли, то есть они вдвоем при мне сделали маленький консилиум, и со мной это сразу обговорили. То есть я сказал, что я gesetzlich versichert, то есть мне термин дали через 6 недель. Потом я говорю, нет, я перепутал, я не gesetzlich, я приват-versichert. Они говорят, вы сегодня можете прийти? Я говорю, да, сегодня могу Я прийти. была шокирована, То если есть честно, когда я первый раз попробовала воспользоваться своей страховкой. Это действительно так. И здесь я всегда говорю, что для успешных предпринимателей, то есть если предприниматель успешен, да, то есть у него много-много целей. Но если предприниматель заболел, у него только одна цель. Выздороветь. То есть как можно быстрее выздороветь, чтобы свои другие цели достигать. То есть и здесь я поэтому еще раз говорю, что приват, опять же, приват не дешевые какие-то тарифы через интернет, которые платят точно так же, как и gesetzliche, то есть они поэтому и есть дешевые, да, то есть и все равно они постепенно будут дорожать, а сделать тариф, и это лучше проконсультироваться со специалистом, то есть со специалистом, который не только там начал где-то, да, а специалист, у которого есть опыт, и который сразу прочитает весь концепт, именно чтобы этот предприниматель, к примеру, вышел на пенсию и дальше хорошо зарабатывал, дальше имел недвижимость, дальше имел какие-то инвестиции, то есть и, соответственно, был застрахован приват. 10 лет назад я достаточно активно в этой теме работала и оптимизировала всем своим клиентам в первую очередь. Потом как-то немножко от этой темы отдалилась, и благодаря тебе я сейчас настолько углубилась в эту тему. И на самом деле, что хочу добавить, не всегда, если опять же, подойти к правильному специалисту, не всегда ты должен платить супер много для того, чтобы получать действительно то, что тебе надо. Надо просто правильно уметь читать, я скажу по-немецки, эти begriffы. Да, вот буквально вчера мы столкнулись с одной ситуацией, где просто в интернете, в Krankenkasse, притом достаточно знаменитая компания, она написала таким образом, что выглядело как будто вот все, что с зубами связано, будет бесплатно. Но это такое слово, которое обозначает, извини, пожалуйста, обозначает вот то, с чего ты начал, да, что вроде бы вам бесплатно, но в бесплатно считается вот эти... Но вот это нет. Да. Но Вроде бы не только бесплатно, вот это да. нет, а нормальный, уважающий себя человек, который работает, не пойдет делать то качество ни себе, ни детям, которое они предлагают Да. абсолютно бесплатно. Да. Потому что это, Да. То есть бесплатно это по-немецки это begriff называется Regelversorgung, Regelversorgung, то есть это как раз-таки есть вот эти амальгамы и черные пломбы, которые, то есть, ну, тоже там 1000 евро стоит эта страховка, да, то есть и крупная компания, то есть предлагает, что работа врача действительно 100% оплачивается, и Regelversorgung оплачивается 100%. Как только люди говорят, нет, я хочу беленькие пломбы, я хочу себе фарфор, я хочу себе качество, за это он будет платить сам. я просто хочу к чему подвести, что даже формулировка в интернете, если ты не специалист, ты думаешь, что это означает, что тебе там 100% поставят имплантанты и все, Да. что с этим связано. К чему хочу подвести, что проконсультироваться со специалистом, за это дополнительно деньги никто не берет. Но чтобы специалист прочитал этот ангибот и действительно объяснил, что обозначает вот эта часть предложения, что обозначает вот эта часть предложения и так далее. И еще раз я возвращаюсь к тому, что не всегда среднее или там чуть-чуть дороже, или даже чуть-чуть дешевле, хуже, чем, допустим, в интернете написано, да, только из-за того, что в Германии многие высказывания либо грифы не защищены. Допустим, коуч-психолог — это человек, который, к примеру, да, который сделал курсы 2 месяца, и ему в Германии не запрещено быть коучем там, по финансовым вопросам или коучем, психологом. Да. Это только из-за того, что есть незащищенные begriffы, да, по-немецки, даже по-русски не могу слово найти. А также и в медицинском предложении, когда неопытный человек читает, он понимает то, что он читает неопытным своим кундишпрахом. Да, а закон не запрещает так писать. Поэтому еще раз возвращаясь к тому, что в этой сфере пойти к хорошему специалисту также ничего не стоит, по большому счету, когда человек идет к специалисту, да, вот в финансовой сфере, пойдет он к тебе или пойдет он к тому, кто финансовый коуч без образования, к примеру, он ничего одинаково не заплатит, да, потому что за все страховки, за все эти функции, за финансирование банки и страховые компании платят внутри. Так же, как пример взять,
Когда вы идете к врачу, ваша страховая компания платит из-за этого, из-за того врача. Идете вы к профессору, который прям за полминуты вам правильный диагноз ставит, или идете вы к какому-нибудь неопытному Медбрата. врачу? Да, да. Я к чему, что в Германии парадоксально одинаково это все оплачивается, да, страховка платит им Да, да. одинаково. А это ваш выбор. Пойдете вы за то, что и так уже оплатила страховка или оплатил банк или оплатила страховая компания нам как специалистам, или клиент просто пойдет в интернет, это тоже ему ничего не стоит, и будет испытывать свою судьбу. Либо Да-да. пойдет к какому-нибудь финансовому коучу, который не имеет никакого образования и, дай бог, имеет хотя бы опыт, да, опыт тоже образование, и будет пробовать. Насчет финансовых коучей, то есть сейчас очень много в интернете финансовых коучей, которые берут там 300, 500, там 1000 евро за консультации и всякое такое. То есть я здесь всегда говорю, что да, это, ну, как хозяин-барин, то есть это человек может сам выбирать, но я всегда советую, то есть на визитке, обычно с обратной стороны, если ее перевернуть, то есть там есть так называемый регистр. Если этот коуч, он там действительно зарегистрирован, значит, у него есть образование, значит, он в Ханделькамере сдавал какие-то экзамены, то есть и знает, о чем говорит. Если он там не зарегистрирован, то есть, а это то, что касается недвижимости, к примеру, это параграф 34И, то, что касается сейчас кредитов, будет параграф 34К, потом параграф 34Д, то есть все, что с 34 связано, то есть это значит специалист, который сдавал экзамены, который, по крайней мере, это учил. Если этого у человека нету, и он говорит, я финансовый коуч, а действительно, то есть этот бигриф, он не запатентирован, то есть и он государством как бы, там каждый себя может назвать сейчас фирмёк-избиратором или финансбиратором или финансовым коучем, то есть коуч вообще этот бигриф не защищен. То есть но опять же, если на визитке у этого коуча ничего не стоит, то значит это человек необразованный. То есть это человек, который рассказывает что-то, но он, может быть, себя хорошо может продавать. То есть люди ему платят 300 евро, но я всегда говорю, что я не только могу дать консультацию, а я могу, вот как у тебя это было с врачами, то есть я могу взять за ручку клиента, то есть и чтобы он своей цели достиг. Чтобы действительно, чтобы он поменял эту кранкассу, чтобы я бумажную работу могу на себя взять. Я могу в этот концепт также сказать, что вот эти 300-400 евро как раз это та сумма, которой не хватало, к примеру, для финансирования, потому что проценты, когда был 1%, то есть мы могли финансировать почти всех, кто более-менее зарабатывал, мы могли финансировать, потому что проценты были очень низкие, то есть, соответственно, деньги были очень дешевые. На сегодняшний день, когда 3,5-4%, соответственно, то есть у людей очень часто в бюджете как раз-таки не хватает 300, 400, 500 евро, которые за счет оптимизации, то есть они могут их получать, то есть зарплата будет нетто больше, и они смогут финансировать квартиры. Супер. У нас было запланировано сегодня столько тем, но тема кранкенкассы оказалась настолько нужной и интересной, что она большую часть времени у нас забрала. Скажи, пожалуйста, несколько слов буквально, если человек решает покупать в компании, к примеру, Deutsche Finanzkontor, там, с которой я много-много лет сотрудничаю, то в этом концепте клиент полностью защищен. Это означает, для него объект строится, и гарантированно, что будет построено так, как обещано, будет меблировано, как обещано. Как только объект будет готов, выплатится финансирование, которое мы полностью сопровождаем, что клиенту не надо переживать, что что-то пойдет не так. И плюс, когда объект готов, будет вместе с ним наша управленческая компания его перенимает и полностью этим занимается. В этом концепте клиенту не надо дополнительно думать, правильно ли я сделал страховку, опять же, та же тема Wohngebäude Versicherung, правильно ли я себя адвокатской страховкой защитил. Можешь сказать несколько слов, что на самом деле, если человек решает купить параллельно нашему концепту, допустим, что-то для себя, либо какой-то объект, чтобы он ему сегодня давал прибыль дополнительную в активной работе, в активном сопровождении этого объекта. Я всегда в своих интервью говорю, неплохо и тот концепт, просто человек должен для себя выбрать, если я и так уже очень-очень много работаю, и моя цель оптимизировать налоги и что-то сделать для пенсии, и вообще я никакого стресса не хочу, пожалуйста, концепт готов. Есть люди, которые и то покупают, но говорят, я хочу что-то чуть больше заработать, у меня есть там пару часов, и я хочу некоторыми объектами сам управлять.
Скажи пару слов в направлении того, что можно сделать хороший пакет, который полностью защищает тебя от того, что там затопило дом, Мгм. побило окна, что-то случилось, адвокатскую, что если Мгм. люди начинают судиться, не платить, что на самом деле эти пакеты страховые, Мгм. если делать в правильном направлении, да, в компании, да, часто даже спрашивают, General, если взял одну страховку, она дорогая. Мгм. Если приходишь к специалисту, который делает это через тебя, у него есть свои возможности сделать это дешевле для своего Мгм. Мгм. клиента. Как это вообще возможно? Да? Если даже я через интернет одну страховку покупаю намного дороже, чем, допустим, через Мгм. Мгм. специалиста пакетом, который меня полностью защитит, если Мгм. произойдет прорыв трубы, если произойдет, что еще намного сложнее получить деньги, там затопило, да, вышли, Мгм. Мгм. как в этом году было много снега, да, Да, где-то да. реки подтопило и так далее. Мгм. Здесь первое, что хочу подчеркнуть по поводу защищенности. Не человек защищен. То есть концепт ДФК — это там объект защищен. Человек нет. Почему нет? Потому что мало кто про это говорит, к примеру, Berufsunfähigkeitsversicherung. Мгм. Человек сегодня работает, завтра он не может работать. И эти суммы, которые он там 300, 400, 500 евро, которые он платил, чтобы оптимизировать налоги, и частично получал это от государства назад, он не будет больше или не сможет больше платить. И, соответственно, налоги он больше не будет получать, потому что он их не будет платить, потому что он стал берусунфähig. То есть про это очень мало кто думает. То же самое страховка на жизнь. То есть что если, то есть я всегда спрашиваю, что если вы, вот вам сегодня здесь надоело, то есть потому что мы все не вечны, да, то есть, но если кто-то раз и раньше решил этот мир покинуть, что тогда? Сможет ли, к примеру, его супруга, сможет ли она дальше это все финансировать? Или смогут ли это дети делать? То есть вот про это очень мало кто думает. То есть я здесь всегда говорю, что объект в концепте ДФК, то есть объект защищен на Ну 100%, и даже нет стресса с управлением, с да-да-да, все поступлением. классно, но сам человек не защищенный. Поэтому здесь я еще раз говорю, что это по ушалю нельзя сказать, да, то есть, но я всегда говорю, что лучше найти специалиста, такого как я, да, и все-таки провести эту консультацию. Потому что тогда, чтобы и семья была абгезихер, да, то есть и ты правильно подметила, что у нас есть до 30%, то есть мы можем делать скидки, то есть или мы делаем скидки, если клиент полностью по всем вопросам делает все у нас. Это то, что касается адвокатской страховки, то, что касается то же самое Kfz-Versicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung. То есть почему-то про это люди не думают, не говорят, они заключают в интернете что-то, ну, как бы, что было, а когда что-то случается, я всегда говорю, что вот как раз-таки вот здесь важно теперь, потому что в интернет не постучишься, не скажешь, люди, помогите мне там что-то не выплачивают, мне там что-то не... То есть, и здесь помимо воды очень часто огонь. То есть огонь может действительно, то есть если у меня есть какой-то объект, и если пришел огонь, то есть, как говорят, вор, если что-то ворует, то есть он ворует, он что-то все равно оставляет. Огонь не оставляет ничего, то есть это значит объекта не будет, то есть и потом на ту сумму, которую я, допустим, получу за Wohngebäudeversicherung, то есть мне построят гибойды, а, к примеру, у меня там на 50 тысяч, или там есть сейчас некоторые кухни, там 100 тысяч покупают, да, то есть все, что у меня там внутри, то есть я не получу. То есть поэтому здесь важно, чтобы у меня помимо Wohngebäudeversicherung, чтобы люди себе приват еще делали так называемый Hausratversicherung, к примеру. То есть поэтому это тоже Но важно. это мы сейчас говорим за концепцию. Мгм. Допустим, если я могу за ДФК еще добавить, Да. я для своих клиентов и в предыдущих Мгм. передачах очень часто приводила пример, что у Мгм. меня, допустим, была даже молодая специалист, которая очень хорошо зарабатывает. Мгм. У нее и у банка был страх, что если с ней что-то случится, Мгм. мужа нет, детей нет, мы просто застраховали весь ее кредит, Мгм. что бы ни случилось, страховая компания будет этот кредит дальше платить, и что Да. самое парадоксально, ей не надо было инвестировать эту сумму, банк с удовольствием это все зафинансировал вовнутрь, потому что для банка это безопасность, что окей, кредит Да. застрахован, что бы ни случилось, то клиентка будет платить. Да. Да. Поэтому я для своих клиентов разрабатываю, и для этого мне надо было Мгм. получать вот Мгм. эти все И, Д, Ф и Да. так далее, Да. Мгм. разрабатываю эти концепции очень глубоко. С Мгм. твоей помощью мы просто это еще Да. сейчас более детально делаем, Мгм. но я бы хотела сказать, все равно в ДФК мои клиенты Мгм. защищены, Мгм. я Мгм. это продумываю у Да. каждого Да. индивидуально. Да. И сейчас... Да-да, клиент, который в ДФК, может быть, да, который через тебя это делал. Да, Те клиенты, я которые это продумала. сами сделали,
То есть банкирам это... Я согласна. Банкиры профинансировали, все, и до свидания. Я бы хотела еще очень коротко затронуть тему, что если человек покупает на свободном рынке, допустим, он нашел концепцию, которая ему приносит позитивный кэшфлоу, он активно с этого зарабатывает, но что многие недооценивают? Опять же, взять какую-то страховку, которая не покрывает много чего, если что-то происходит, опять же из-за того, что в интернете сегодня не запрещено использовать определенные слова, которые неопытного человека убеждают в том, что он от всего застрахован, да, потому что сформулировано слово, как вот сан, да, для зубов. Это вот прям суперный классный пример. Так сформулировано, что не специалист не поймет, что он не застрахован, если у него труба прорвет, шаден, да, а фольгешаден, то есть если какие-то вещи не вовремя сделаны или там плохая консультация была, что фольгешаден может быть намного больше, чем сам страховой случай, и страховка будет судиться и не захотеть платить. Но я еще хотела подвести или спросить у тебя, все-таки вот в этом направлении, если наши клиенты покупают сами, почему важно выбирать очень четко эту страховку? Во-первых, она еще и списывается с дохода, но если, не дай бог, что-то произойдет, то это огромные суммы. И здесь... Да-да, она не только списывается с дохода, то есть это так называемый умлагефейги костен, то есть я это могу полностью, 100%... Это еще и не мы платим. Да, это платит тот человек, который там арендует у меня эту квартиру. Да. Я почему-то к этому никогда не доходила. Я понимаю, что да, это списывается. Здесь это я иногда с клиентами, когда дискутирую, когда они говорят, вот там дорого, недорого, я говорю, смотрите, вы за машина стоит 30 тысяч, вы за машину платите фолькаску 2000 евро, машина стоит 30 тысяч, дом ваш стоит 650-700 тысяч, и вы говорите, что 500 евро там Wohngebäudeversicherung это дорого. То есть и как только с людьми это делаешь примеры, и вот конкретный пример насчет прорвало трубу. Трубу отремонтировать или поменять стоит 1000 евро. Фольгешейден, то есть что случилось? Допустим, стена, потом потолок, потом, все вместе. 150 тысяч. То есть и если сделать дешевые тарифы какие-то по интернету, то есть трубу тебя отремонтируют, а фольгешейден не отремонтируют. То есть, потому что неправильно сформулировано. Или сформулировано таким образом. Сформулировано правильно, люди поняли неправильно. Сформулировано правильно все. То есть они же формулируют для чего так? Для того, чтобы... Конкретный пример с этими тоже, да, с зубами. Да. Работа врача оплачивается 100%. Работа зубного врача оплачивается 100%. Материал 0%. Но про материал не дописали, а работа врача, да, действительно работа врача. Но если материал самому нужно оплачивать, то есть, это как раз таки и стоит, допустим, один имплант стоит, к примеру, сейчас на сегодняшний день уже там 3, 3,5, 4 тысячи. То есть это раньше они были там когда по 1500, окей, но сейчас один зубик стоит 3000. Работа врача бесплатна, а за зуб заплати, пожалуйста, 3000. То есть, поэтому то же самое с Wohngebäudeversicherung. Очень важный момент, что да, трубу за 1000 евро отремонтируют, классно, а вот эти 150 тысяч фольгешейден, потому что там, может быть, стены нужно будет разбирать, может быть, деки нужно новые менять, особенно вот эти дома старые, которые деревянные еще покрытия, да, то есть или перекрытия деревянное. То есть это очень стоит много денег, и важно, чтобы Wohngebäudeversicherung была хорошая. Но меня сегодня поразило то, что действительно я столько лет это делаю, что иногда мы забываем какие-то пункты, да, мы боимся перейти в приват кранкенкассы, потому что на старости мы боимся, что мы будем там много платить. А на самом деле мы забываем, что gesetzliche кранкенкассы, если ты на старости обеспеченный человек, это моя цель личная, будете все время повышать. И ты, грубо говоря, 20 лет переплачиваешь, ничего не имеешь, на старости ничего не имеешь, и все равно платишь больше, чем другой коллега, который правильно делал, даже в этой страховке откладывал, накапливал на старости, чтобы платить дешевле. Это первое, что меня сегодня поразило, хотя я мало того, что получила полное образование в этом направлении, еще чтобы это образование иметь лицензию, каждый год нам надо эти пункты набирать. Да. И мы делаем эти пункты. 15 обязательных часов обучения каждый год. Да. И даже при этом мы как бы вот такие нюансы, это все-таки с опыта приходит. Да? Поэтому очень важно образование и все-таки опыт различных случаев. У меня тоже за последний год было столько много случаев, о которых я рассказывала, что люди вообще не могли даже поверить, что так можно сделать. И второе, что меня сегодня очень-очень-очень поразило, что действительно, когда мы страхуем сами объект,
допустим, Gebäudeversicherung, Да-да. и торгуемся, Митеры платят. что это там 3 копейки дороже, а так даже не мы это платим. Да, Почему да. мы торгуемся? Люди это платят, и они даже не спрашивают, почему там на Да. 5 евро каждый жилец заплатил больше Да-да. в месяц. Да. А мы переживаем за то, что, а если произойдет шаден, закон защищает этого жильца, что если вот Платить что-то буду я случится, сам. платить буду я. Если у меня страховка дешевая, я заключил ее где-то по интернету, Вот платить я буду все сам. Для меня это сегодня Хотя эту инсайт. страховку Митер платит. Да? Представь, мы экономим своему арендосъемщику 5 евро в месяц, скажем, Да. за то, что если мы не заключили правильную страховку, за которую не мы платим, у хорошего специалиста, а потом у нас произошел мало того, что какой-то случай, а еще может элементагефа, да, многие страховые компании так описывают вот эти параметры, да, что произойдет, если там затопит, что произойдет, если будет град, Да. если будет такой ураган, что побьет там все окна или вырвет окно, мы это недооцениваем. За это платим всегда мы, потому что жилец, если там больше 100 евро что-то даже поломалось, он не платит, да, законодатель его защищает как kleiner Платит владелец, да. Платит владелец. Вот сегодня мне эта прям тема Да, очень да, понравилась. Скажи, пожалуйста, мы попросим своих зрителей написать прям интересующие их вопросы, потому что мне лично, когда я рассказала немножко об Бауш-Паффертраге, прям завалили и звонками, и вопросами уже мои существующие клиенты, потому что многие недооценивали, что можно откладывать, допустим, параллельно к инвестиционной квартире, потому что нет смысла выплачивать больше. Да. Можно откладывать, допустим, параллельно там 400 евро, но остаток кредита, который 100 тысяч там будет через 10 лет, уже профинансировать половину от этой суммы, допустим, накопив первую половину под 0,95. Я бы предложила эту тему в следующий раз более детально раскрыть, а наших подписчиков задавать чем можно больше вопросов, чтобы мы к следующей теме, может, подготовились. Потому что, как показала сегодня практика, тот листок с темами, которые я подготовила, чтобы ты как специалист помог нам раскрыть, мы даже не дошли к 3-му пункту, да, потому что про каждую эту часть можно просто говорить часами. Я согласен. То есть, да, и в следующий раз я готов прийти и поделиться своими знаниями. Да. Также мы прикрепим линк, по которому человек может записаться на консультацию, но также мы проведем вебинар в этом направлении. Они будут несколько в живом виде, где мы можем за раз, там, если кто-то регионально, там, до 50 человек вебинар пригласить. Также это можно сделать в электронном виде, тогда неограниченное количество мы можем на этот вебинар пригласить. Кому будет интересно, оставляйте заявки внизу, комментарии внизу, и мы постараемся в будущем раскрыть эти темы одну за одной более детально. Мы можем вебинар, и один раз в месяц мы проводим также это лайв, то есть мы проводим семинары, то есть это открытые информационные семинары. Следующий будет 7 марта, то есть перед Международным женским днем. Поэтому те, кто живут в Гамбурге и недалеко от Гамбурга, могут уже приехать и посмотреть это вживую, потому что там я 3 часа как раз-таки рассказываю, 3-3,5 часа рассказываю про актуальные темы, то есть помимо оптимизации Кранкенкассы, то есть очень много дотаций еще государство выплачивает, и важный момент, здесь люди почему-то думают, вот это слово «аутоматиш», очень крылатое слово, я всегда говорю, что аутоматиш — это когда снимают с конта деньги. То есть 1 числа со счета вот это автоматиш снимается. Чтобы хоть какую-то копейку получить от государства, то есть здесь нет никакой аутоматиш, то есть здесь нужно действительно знать эти законы, то есть и ставить антреги, то есть ставить заявки, и люди тогда действительно здесь очень-очень-очень много денег теряют. Почему? Потому что они их не получают. Супер. Каждый месяц мы делаем семинары и вебинары, то есть семинары мы делаем вживую. То есть это примерно 3-3,5 часа я рассказываю про актуальные темы, то есть я рассказываю, какие государственные дотации и субсидии можно получить совершенно официально, как можно оптимизировать налоги, как можно редуцировать налоги, то есть помимо недвижимости, что еще можно сделать. И то же самое мы делаем один раз в месяц, так называемые вебинары, то есть это те, кто не могут прийти или живут далеко, то мы это делаем вживую, то есть где-то от часу до 1,5 часа, то есть отвечаем на вопросы, которые нам ставят зрители. Спасибо.